Привет! Привет, мои дорогие девочки! У нас такой не особо запланированный стрим на вечерочек, на хорошую ночку. Мы с вами погадаем сейчас. У нас будет тема, что он чувствует к вам сейчас, девочки. Привет, мои дорогие! И пока вы все собираетесь, потому что, может, кто-то еще не заснул. Сейчас у меня, девочки, 10 часов вечера. Привет, дорогие! Мы с вами сделаем, как обычно, такую тренировку мозгов. Угадайте, что в шкатулке. Тема для гадания будет, что он чувствует к вам сейчас. А пока вы все здесь собираетесь, мы с вами погадаем, что же здесь у нас в нашей шкатулочке. Ну что, девочки, готовы отгадывать? Кто сейчас не спит, это у нас с вами такой полуночный стрим. Ночной, мои дорогие. Привет, привет, котики. И перед вами шкатулочка для того, чтобы вы сейчас в сумерках, в темноте, перед сном тоже попробовали отгадать, что же у нас здесь спрятано, котики мои. Привет, привет. Привет, дорогие. Ну что, девочки, задумываетесь? Тут я еще вам сделала такой дымок, фонтанчик из дыма. Можете здесь посмотреть сверху. Это такой дымочек. Конечно, это не совсем то, что мы жгем, девочки, с вами, но все равно приятно посмотреть. Ну что, девочки, соберитесь с мыслями. Кто... Закройте глаза. Или медленно их закрывайте. И представьте, как будто эта шкатулка перед вами открыта. И даже можете даже читать, девочки, комментарии, потому что вы реально видите, что внутри. Кто-то видит форму, кто-то видит цвет, кто-то, может, видит, из чего это сделано или зачем. Мысли совсем неожиданные могут в голову приходить. И то-то будет ваше удивление, когда вы реально сопоставите то, что вы думаете, и что это есть на самом деле. Потому что, когда мы закрываем глаза или представляем, что там, очень интересные образы идут. Я даже замечу, что вот эти образы, которые идут от этого, от этой неизвестности, да, дело в том, что мы-то на самом деле так и думаем про других людей, которых мы не знаем, про какие-то действия, которых мы не видим. Мы же такими же образами и видим это все на самом деле вокруг нас. И это тот же реальный мир, мои дорогие. Ну что, девочки, готовы увидеть, что там? Кое-что интересное. Вот и даже я сейчас читаю ваши комментарии, которые вы пишете, да, и я просто офигеваю от того, что сколько вас и кто реально видит. Даже вот вещи, кто что-то похоженькое видит, да, это, девочки, все правы, 100%. Ну что, давайте посмотрим, что там. Конфетка вкусная у нас, девочки, тоже, оказывается, крутой экстрасенс, так что прошу ее не обижать. Ну что, девочки, давайте посмотрим, что здесь. И здесь не один предмет, мои дорогие. А может и один. Как газета. Но это и есть практически газета, да? Но это еще не все. Это доллар, девочки. Это доллар, и причем он тоже особенный. Во-первых, по буквам есть ABC буквы, да?
Может быть, есть и другие на единичках, я имею в виду. Но А, это я использую их в названиях демонов своих. Единички, девочки. Это такой вот доллар. И знаете, вот в чем прикол? Никто не обращает внимания. Никто не обращает. Это портрет мертвого. Представляете? Мы с вами, знаете, чем платим? Да? Мировая конвертируемая валюта в мире – это портреты мертвых людей. С картой мага. Старший аркан. Первый старший аркан. Мага. Потом идет 2, да, двойки редко встречающиеся. 5, пятерка идет, обратите внимание, тоже есть. Видите, кто угадал? Бумага. А что вам, не бумага? На газету похоже, черно-белая, да? Это, девочки, настоящий такой доллар. Но это еще не все. Здесь еще кое-что лежит. Вот кто угадал? Про брошку и про все остальное. А чем вам это не брошка? Это, девочки, такая, как она, куда? На кокарду крепится. Вот такая вот звезда, девочки. Или вот такая, да? Атрибутика, девочки. И обратите внимание, звезда, да? И тут везде пошли лучи, 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 лучи. Вот, мои дорогие, обратите внимание, как вы все отгадываете. А еще говорят, что экстрасенсов нету. А еще говорят, что они вместе не собираются. Мы с вами сейчас вместе и собрались. Если кто-то не угадал, девочки, это не значит, что вы не угадали, да? Вы очень, многие вообще супер близко были, да? Даже когда вы угадывали форму или то, что блестит, или назначение этого. Так что у нас сегодня был мертвый мужик и блестяшка от живого мужика, девочки. 2 в 1. И я вас, девочки, люблю. Вот такие экстрасенсы, мои дорогие, здесь. И то, что говорят, что по интернету, вот знаете, даже некоторые, вот меня прикалывают, некоторые такие, ну, будем называть, да, экстрасенсы говорят, я не работаю в этом, по интернету, да, да работают по интернету. Смотрите, как вы работаете по интернету. Даже и не задумывались об этом, что вы такое можете, девочки. А можете. Ну что, давайте посмотрим тогда, отвлечемся. Отвлечемся от этого. И посмотрим, что он чувствует к вам сегодня, девочки. И сейчас мы будем делать то же самое. Мы это делали с мертвым мужиком на картинке. А сейчас мы будем это проделывать с живым мужиком. Я думаю, никто не будет какого-то тухлого или мертвого, или бревно какое-то загадывать, девочки. Я думаю, все мы загадаем мужчин. И посмотрим, что он чувствует к вам сегодня. И мы посмотрим с вами на Таро теней. И будем докладывать еще на зомби Таро. Ева спрашивает, на какую лучше карту выбирать. Лучше та, на которую падает взгляд. Не по цифре 1, 2, 3, 4, а та, куда взгляд. Но выбираем слева направо. То есть со взглядом проходимся вот так. Вот так будет магически. Слева направо, да. От того, что мы отдаем, и правой рукой берем, девочки. Если уже это и гаданий, и не только гаданий, да, и, например, если ритуалами магии занимаетесь, тоже обращайте внимание на ход. Слева направо. Ну, то есть слева направо это еще и по часовой стрелке, да. То есть часики двигаются слева направо по часовой стрелке, да, а не вспять. То есть мы с вами будем смотреть на будущее, да, на то время, которое идет. Мадина, если бы ты знала, что здесь было и что конфетка тут написала, да она просто, понимаешь, богиня экстрасенсов. И тут дофига девочек, которые отгадали. Все огромные молодцы. Очень много было. Я просто не хотела сначала говорить, да, но комментариев было очень много насчет того, кто угадал, девочки. Так что всем просто огромные плюсы в карму. Ну что, давайте посмотрим, что он чувствует к вам сейчас. Первый вариант, второй, третий, четвертый.
Что он чувствует к вам? Девочки, кто не видел начало, потом перемотайте на начало и угадайте, что было. Потому что тут реально было. И обратите внимание, сколько девочек угадало. Вот просто пишут правду, понимаете? 1 апреля, конечно, большую силу имеет, Галина спрашивает. А насчет 1 апреля я вам скажу одну вещь, да. Это любимая такая дата у следственных органов, я вам скажу, да. И вот именно превентивная вот эта система, которая связана с уголовным и административным кодексом, да, они эту дату именно вот в таком магическом стиле, я бы даже сказала, да, очень сильно почитают 1 апреля. Ну, мы на эти темы не разговариваем, но вот 1 апреля, это я знаю, что это такое для них. Ну что, давайте посмотрим. 1, 2, 3 и 4 вариант. Что он чувствует к вам сейчас? Давайте, девочки, соберемся и погадаем на наших мужчин. 29 марта на часах у меня 22 часа 11 минут. Прям 21 год в квадрате. Ну что, поехали, мои дорогие. Сигнификатор будет у нас неизвестная Таро теней. А допы мы будем выкладывать на зомби Таро. 1, 2, 3, 4. Девочки, подождите, я сейчас зажгу вам. Опять потухла эта штучка. А хочется, чтобы дымок красивый был. Такой красивый дым. Такие вот бубочки. Сейчас мы подвинем. Блин, если вот подвинется. О, Господи. Чтоб дымок завораживающий был на ночку хорошую. Ну что, поехали, девочки, будем гадать. Итак, что он чувствует к вам сейчас? 1, 2, 3, 4 вариант. У кого-то даже Диксон Лал, у тебя 4 мужчины. Это просто прекрасно, моя дорогая. Ты просто богиня. Ну что, давайте посмотрим. Первый вариант. Кто загадал да, первый вариант мужичка? Давайте посмотрим, что у него. Justice, девочки. Но это 11-й старший аркан выпал. Прям, я вам даже скажу, когда он о вас думал. Он, девочки, думал, когда я называла время 22:11, 2 минуты назад он о вас думал. Вот 2 минуты назад. Во-первых, это старший аркан. Во-вторых, сейчас, вот прям помните, вы как-то спрашивали у меня или сами видите, как у вас, например, время одно и то же совпадает, либо какие-то вот цифры повторяются, да? И я сейчас даже вот посмотрела на часы, это у меня такая привычка, не то, что время узнать, нет. Я люблю смотреть такие вот сочетания, попадаю я в сочетание или нет. Посмотрела на часы, было 22:11. И первый вариант, девочки, и 11 выпадает. И это, если мы гадаем на мужчину, что он чувствует к вам, это говорит о том, что он думал о вас. Это старший аркан. Если бы выпала тоже фигура здесь, значит тоже думал, девочки. Вот прям, вот вы на него сейчас гадаете, а он о вас думал, девочки. А давайте посмотрим, что он думал. Потому что сам этот аркан не скажет, что он думал. Но то, что думал, то да. Вызвали сейчас мужчину. Ну, давайте посмотрим, что он чувствует к вам. 2 жезлов. Что он чувствует к вам? 2 хазардов. Что он чувствует к вам? Влюбленные девочки. А знаете, почему он о вас думает? Во-первых, 2 жезлов и
Двойка хазардов выпала. И кто вот сейчас будет, девочки, спорить, что он о вас сейчас прям не думал? В 22:11, вот у меня на часах было, это было 2 минуты до того, как я открыла первый вариант. И в вашем первом варианте 11 старший аркан и 22. 22:11, вот вам и время. 22:11, что он думал? Шестой старший аркан. Влюбленные девочки. Магия работает. Первый вариант для экстрасенсов. Он прям о вас, девочки. Вот 2 минуты назад очень яркая вспышка была. Причем, знаете, такая, он даже не понимает, от чего это. Сильно повело, я бы даже сказала. Потому что 11-й аркан — это не только правосудие, это сила, понимаете? Сила, девочки. То есть его торкнуло. Что-то он там такое почувствовал. Давайте еще на зомби погадаем. Что он чувствует к вам сейчас? Отшельник. Блин, ну у вас и карты выпадают. Аж голова кругом идет. 6 и 9, 69. Но 6 и 9 это инь и янь. Я даже сегодня вот человеку рассказывала это все про шестерки и девятки, да. 9, отшельник, если его перевернуть, он превращается в шестерку. Девятка перевернутая, это шестерка. Что такое 9? Это аркан отшельник, то есть одинокий, нищеброд, отшельник. Но если он переворачивается в двух богатых любовников, да. И то есть, обратите внимание, его торкнуло, и он, что он чувствует, он прям в этот данный момент, особенно вот в 22:11, девочки, даже если вы там не позже открываете этот расклад, вот знайте, да, когда вы просто ткнули пальчиком на этот расклад, значит, 2 минуты назад он о вас думал, значит, его повело, девочки, его повело. У вас бывают такие ощущения, что вот идешь, и вдруг кажется, что человек находится рядом с тобой, да? Или какая-то тень мелькнула где-то рядом, и она либо пугает немножко, да, либо чувствуется присутствие этого духа какого-то. Так вот, девочки, вы своему этому мужчине духом сейчас пришли. Потому что это все карты непростые. 11, 22, влюбленные, шестерка и девятка. 6 и перевернулась в 9. Его сейчас торкнуло. Ему показалось, что вы где-то рядом. Он шкурой своей почувствовал. У него шерстка или шерсть, у кого-то 3 волосины, может быть, у кого-то еще что-то. Щетина, девочки, стала у него дыбом, мои дорогие. Вот так вот. Что он чувствует к вам? Семерка. Вот сейчас мне интересно, что он после того, как его торкнуло, что с ним, девочки, происходит. У меня вот, я не знаю, что это за картина идет, знаете, многорукий человек, да, или там человек, помните, фильм был такой «Человек-многоножка», многорукий человек, Будда, да, как много рук, и на нем руки, как чужие, понимаете, я не знаю, что это идет такое. Но это не то, что руки женские его там где-то обнимают, нет, это как какие-то странные, он, девочки, блин, словил что-то, белочку словил мужчина ваш, и эта белочка связана с вами, девочки. Белочку словил. И смотрите, как он открывается в вашу сторону, да? А от пажа до короля. А что ты будешь чувствовать к ней? Тремор у него идет. Он, девочки, знаете, как у него болят коленки. У него реально что-то с коленками дрожат, болят, что-то происходит не то. Он с вами себя вести не умеет. Он не умеет себя вести с вами. Он не знает вообще, как на вас реагировать и все остальное. Но у него очень сильная физическая реакция на вас идет. Это либо дрожь по коже, как будто ему такое ощущение, что прикосновения какие-то идут. Он на вас очень сильно реагирует физически. Ну, как бы, как мое любимое слово, соматически, да. То есть
он шкурой чувствует. Вот по-другому слов-то не подберешь. Шкурой чует вас. И вот смотрите, бывали когда-то у вас 100% были такие, когда на вас, например, какой-то мужчина посмотрел, и такая, знаете, дрожь по коже пошла, мурашки, дрыжики, кто как называет, да, или холодный пот пробил, особенно если там перед публикой где-то выступаешь, вот какие-то такие реакции идут, да, и у этого мужчины на вас тоже идет такая реакция, либо потливость какая-то, либо волосы дыбом встают, шерстка, мурашки по коже. Глаза, девочки, у него застывает взгляд, когда он с вами, он не может дергать своими глазами в сторону. То есть он не может там вправо-влево, вверх-вниз, там быстро где-то переключать зрение свое. Он останавливается в зрении. И, возможно, если человек склонен, что у него, так знаете, выкатить шары, вот у мужчины как глаза, они как стекленеют. Тоже есть это у вашего мужчины. Девочки, а почему, вот у меня даже вопрос, а почему он чувствует ваше присутствие, даже если, например, вы на расстоянии? Обратите внимание, да, что он чувствует ваше присутствие на расстоянии, где бы он ни был. Вот прям прикольно, да, мы с вами сейчас в стриме гадаем, и получается, что такую интересную вещь мы с ним словили. Вот, девочки, и стримы для него тоже. Хорошо, ну давайте еще погадаем на этот первый вариант. Еще пару карт вытянем на него. Что он чувствует к вам? Он боится, он вас боится, девочки. Он боится вас. Но его тянет к вам. Это, знаете, как он похож на американца. Если темнота какая-то, то все, и зловещая какая-то музыка, да, и темнота, все бегут оттуда, думают, ну нафиг. А американец идет: кто-нибудь здесь есть? Привет, hello, hello. И лезет в какой-нибудь черный чулан. И вот у вас мужчина такой. Он боится. Очень боится. И на самом деле он бы даже, может быть, в другой бы ситуации не общался. Но он тот, девочки, американец, который, как в фильмах, лезет в тот черный чулан, где что-то скрыто. А у него аж волосы дыбом встают от вас. Ну, в хорошем смысле этого слова. Если бы вы на него магичили, я бы сказала, что тут все-таки это даже не сколько приворота, а такая очень хорошая супер работа на мужчину. И он, я смотрю, все королями тут выпадает. Королева с королем. Это могут быть зачаточные отношения в паре. Либо вы уже в паре, девочки, да. А если вы вроде бы и не в паре, например, с ним, если вот вы такие отношения рассматриваете, где вы вроде бы с ними не встречаетесь, но у вас что-то есть, да, то я вам скажу, вы его майните трындец как, да. Но он даже этого и боится. Он подсознательно чувствует какую-то такую роковую опасность для него. Но на вашей стороне все такие вот знаки, которые будут, знаете, вот я как говорила, 22:11, и у вас, девочки, 22:11. Обратите внимание, и год у нас такой, 22:11. А я сейчас еще решила посмотреть на время, тут кнопочку на телефоне нажала, но уже было 22:23. На 22:22 я не успела. Ну ладно, вот такой вот, девочки, первый вариант. Ведьмовской. Вы просто его, как это сказать? Блин, я уже забыла сейчас русский язык к концу дня. Такое ощущение, что всю свою банку со словами куда-то дела, и мало слов осталось. Что, девочки, смотрим второй вариант. Что он чувствует к вам? Второй вариант. Девятка кости, девочки. Вот как вы видите. Это классное таро такое, да, но со своими такими интересными значениями. Здесь, получается, зонтики нарисованы. А почему зонтики? Потому что раньше, в стародавние времена, трости зонтов делали из кости. Из натуральной кости, да, или наконечник, или саму тросточку вот эту, как тросточки для стариков делали, да, костыли те же костяные, костяная нога, да, и вот
Зонтики здесь нарисованы. Что он, девочки, что он чувствует к вам, да? Я вам скажу так. Такое ощущение, что он собирался вам что-то писать, но не написал. Это не отправленное письмо какое-то. Что он чувствует к вам? Да, по-любому. 13-й старший аркан уже пошел. И солнце, девочки. Было написано вам какое-то сообщение, и оно не отправлено. Неотправленное сообщение. Сообщение в черновиках. Это то, что мы любим с вами делать. Я думаю, многие так любят. Я, девочки, тоже иногда в каком-нибудь психозе или угаре как понаписываю, но я это все держу в черновике и не отправляю, потому что думаю, ну нафиг это отправлять все, что я думаю, да, и в результате не шлю. И у него, девочки, тоже письмо. Я вам пишу, чего же более, что я еще могу сказать. Теперь я знаю в вашей воле меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Это Пушкин, девочки. А почему? Потому что смерть, да, и солнце. Солнце, день солнца, воскресенье, это возрождение идет. То есть там какое сообщение было? Либо он хотел написать все, типа, между нами, возможно, между нами все кончено, либо письмо с выяснениями отношений, где он мог продавливать свою какую-то систему о том, что он как-то выяснял с вами отношения, но это черновик, да, то есть это не отправленное сообщение, оно у него есть 100%, понимаете, не знаю сколько, 1000% вам дам, не отправленное вам сообщение, сегодня написано было. Либо о расставании, либо давай расставим все точки над «и», да, вот, или какая-то такая важная информация, когда он с вами так не общался, но это было написано это письмо, девочки, письмо. Что он чувствует к вам? Еще один старший аркан. Вот видите, 20-й. Суд. Неотправленное такое. Я ждал смерти, я хочу возрождения, и это все в суде. Он, девочки, он что-то себе решает в голове. Он это решает, у него зреет к вам отношение, если так можно сказать. Оно зреет. Из зеленого яблока оно будет красным, девочки, это яблоко наливное, которое вы съедите, как Ева. Прям Евгений и Татьяна, девочки, здесь. Только он на месте Татьяны. Он пытается вот эти вот чувства вам выразить, да. Но Татьяна послала письмо, Евгений ее, как говорится, отверг, да, попытался. А потом, как он страдал, девочки. И тут надрыв, эмоциональный, душевный надрыв у этого мужчины. И это не отправленное письмо. Он еще не решается. Он не будет так говорить, как он написал в этом черновике. Но он его никогда не отправит. Потому что он... А знаете почему? Потому что он еще будет смотреть, как вы будете себя вести. Вот именно об этом вашем варианте столько песен всяких, да? Сколько тут интересного всего. Это прям тема. Лирическая, драматическая тема для песен, романов и всего остального. Вот эти ваши с ним отношения, девочки. Санта-Барбара отдыхает. Что он чувствует к вам? Санта-Барбара не заканчивается, потому что у нас на сцену сейчас во втором акте выходит дьявол, девочки. 15-й старший аркан на суде. Вот представляете, вот и реинкарнация полная. Смерть, возрождение, суд и дьявол. Все по полочкам. Перерождение какое-то. Девочки, может он, я не знаю, может он не просто что-то чувствует к вам, может он просто сейчас из кокона бабочки весной превращается в ту бабочку, девочки. Может он просто меняет свою ипостась? Был червячком, а сейчас распустит крылышки?
Я бы его на вашем месте сейчас бы не отпускала, девочки. Что-то интересное у него зреет в голове. И это интересное, если вы любите приключения, если ваша попа любит приключения, Санта-Барбару, чтобы было, что в старости вспомнить, да, я бы от этого мужчины не отказывалась, никакие точки над «и» не расставляла бы, а больше драмы, девочки, больше драмы. Больше писем каких-нибудь, больше каких-нибудь. Вот представьте, что вы героиня какого-то сериала, да, и вам надо сделать красивую серию, девочки. И на этом мужчине можно сделать. В общем, что он чувствует к вам сегодня, девочки? Он какую-то реинкарнацию, он проходит какое-то перерождение. Он пишет вам письма, которые он не отправляет. Он сам с собой борется и с вами, возможно, даже борется, девочки. Но вот эта вот девятка, она говорит о том, что это будет скрыто. Он и еще не вышел с этого состояния, чтобы с вами на чистоту эту говорить. Потому что он не то, что вас боится, он сам себя боится. Он боится вот это говорить, потому что для него неведомо настолько откровенно разговаривать с женщиной. Он так ни с кем не говорил. И он разговаривает откровенно с женщиной в своих письмах-черновичках, девочки. В своих смс-ках или в каких-то неотправленках. А может, сейчас сидит где-нибудь и снимает какое-нибудь видео, девочки, для вас. Ну, мало ли, что он там делает. Вот такой вот второй вариант. Ну что, давайте третий посмотрим. Что он чувствует к вам? Третий вариант, мои дорогие. Он пережил какую-то обиду, девочки. Вы задели его в самых каких-то его лучших чувствах. Он, скорее всего, на себя что-то накидывал, каких-нибудь перьев, где-то хвалился. Короче, он хотел в чьих-то глазах, и в ваших, или в глазах окружения выглядеть красиво, да? Но не получилось. Не похвалили пупсика, не сказали ему ласковых слов. Он обижен, но не сколько вот обижен, как по семерке мечей обижены, да, а по восьмерке мечей это когда ты принимаешь, что тебе, как говорится, не додали каши, да. Ты еще с надутыми губами, но ты уже собрался есть то, что есть уже, ладно. И вот у него такое состояние. Ладно, хорошо, я схавала это. Но это обида, девочки, такая вот не затаенная, чтобы потом отомстить. Нет, а он собирается жить с тем, что есть. Давайте посмотрим еще, что он чувствует к вам. Боже ты мой, какой, девочки, надутый воробышек выпал. Обиженный, обиженный. Чем вы его так обидели, девочки? Но он думает, он прав. Недооцененный верховный жрец. Мужчина выпал, недооценили вы его. Возможно, даже кто-то из вас недопонял его, либо перебил в том месте, когда вот мужчина хотел рассказать, какой он классный, вы его перебили, перевели тему на светофор или еще на что-то, и в результате он забыл, что хотел сказать, и все надул губы, девочки. А к чему-то Иерофант выпал. О, а знаете, как он вас будет, девочки, наказывать? Как наказывает Иерофант даму кубковую? Вы выпали дамой кубков, а он выпал Иерофантом. Кто такой первосвященник? Кто такой верховный жрец? Это тот, который всех, как говорится, кадилом обмахал, не обижая никакую конфессию, да? Но и вам хочет дать ту же благодать, но как мужчина не будет вам давать, потому что у него его интересы превыше ваших. То есть он знает, что как надо удовлетворять королеву кубков, да? Она красивая, она такая статная, да? Кругленькая, пухленькая, хорошенькая, вкусненькая дамочка. Но он не выпал именно королем кубков. Он не выпал вашей парой, мужчиной, который лежит с вами на одном ложе, и вы там после этого дела все такие, знаете,
уставшая. Нет, девочки, верховный жрец, он даст все, кроме вот этого, понимаете? Кроме секса. Почему? Потому что у него, как верховные жрицы, те же, да, как они занимаются этими делами, там не со жрецами где-то на подушках, а как с божествами, да. И обратите внимание, он, девочки, либо лишит вас интима, и вы, получается, знаете, вот типичная такая ситуация. Горячая, вкусная, офигенная, расцвевшая, да, налившаяся, красивая королева кубков достается иерофанту, который, ну, хоть что будет вам делать, книжки читать, да, там, я не знаю, цветочки дарить, но свои мужские функции не будет выполнять из-за того, что он преследует высшие свои цели, да. Но, и исходя из этих мечей, которые выпали, это может быть для вас наказание. Типа, я терпел и тебе велел, девочки, вот такое. Но это не он не то, что там не от мести это что-то будет делать, девочки. Он просто из-за того, что вы же не сказали, что он верховный жрец в вашей жизни. Вот и все. Получайте тогда. Так, что он чувствует к вам? Боже мой, какой надутый, девочки. Очень надутый мужчина. Очень. Девятка мечей. А тут у нас что, девочки, выпало? Восьмерка мечей. Обиженный, очень обиженный, недооцененный верховный жрец. Хорошо, что ты будешь делать? Какие у тебя планы насчет нее? Рыцарь жезлов. Он, девочки, подуется, да потом, как говорится, сдуется, раздуется. Не может он все время говорить гелевым голосом с вами. Он будет потом в своем нормальном состоянии с вами общаться. А сейчас просто, понимаете, где-то вы надавили ему на его достоинство, девочки. Где-то наступили на хвост ему. Злится. Не выходит из роли, девочки, он. И не принимает роль для того, чтобы вас удовлетворить. Вот самое главное из этого расклада, да, он сейчас ничего не будет делать для того, чтобы удовлетворить вас как женщину. Ничего. Он может делать, я не знаю, что угодно там. Носочки вязать, новости рассказывать, да все что угодно. Но только не это, девочки. А почему только не это? Потому что он на вас обижен. Потому что где-то вы не слушали его. Вы его либо перебили, либо не дали досказать, не дали там довести его там какие-то значимые вещи, что он считал, что вы сейчас сядете и будете, ну, слушать его, да, или что-то. А вы как прервали, перевели тему на что-то незначимое, да, или... А может, у него, девочки, какой-то юбилей был, и вы его просто забыли. А может, у вас было 82-я неделя, как вы знакомы. Или, девочки, а вы что, не считаете, когда у вас был, например, первый секс? Что уже 3 месяца праздник, 94 дня со дня первого секса, 81 день со дня вашего даже незнакомства с какой-нибудь любовной смс-ки. Вот такое что-то, понимаете? Вот что-то такое, вот обидели его в этом. Не сочли нужным что-то, что он счел нужным. Но фишка в том, что это у верховного жреца, девочки, да, большинство людей не понимает тех телодвижений, которые делает верховный жрец. Не понимают его. А верховного жреца кто понимают? Там где-то там выше, понимаете? Вот те же как ритуалы, те же магические взять, да, кажется, что это за набор действий непонятных, да, и многие люди не понимают, пока там, например, не объяснишь. А вот он что-то делает, непонятное что-то, а на что это влияет, фиг его знает, да, и вы, получается, недооценили. Тишина в зале не была, девочки. Вот такой вот, мои дорогие, вариант. Ну что, давайте 4-й, девочки, посмотрим. 4-й, вариант. Что он чувствует к вам?
Десятка мечей выпала. А десятка мечей, девочки, связана... Это телефон, по-любому. Это что-то связанное с телефоном. Что это за телефон? Сейчас на зомби Таро посмотрим. Он как от телефона отходит. Ну хорошо. Что он чувствует к вам? Десятка хазардов. Это практически то же самое, девочки, что и десятка мечей. А ну-ка. А вы, девочки, в курсе, что благодаря вам с его телефоном, вот я думаю, что с телефоном-то, да? Почему мне телефон пришел? У него что-то происходит с его телефоном, с его телефоном из-за вас. Вы на его телефон как-то влияете. Кто-то из вас либо разбил телефон этому мужчине, кто-то из вас либо как-то запортачил, да, может еще что-то, но что-то связано с его телефоном. Но мне ярко, реально шла картинка, как он отходит от телефона. Не то, что там человек идет куда-то с телефоном, у него телефон в кармане и все остальное. Он как от него отходит, но почему-то это именно связано с вами. А вы, кстати, как-то на этот телефон влияете. Либо он менял этот телефон, девочки. Новый, может, телефон. Не знаю, что это за телефон. Но причина этого вы. Вы выпали у него сейчас Верховной Жрицей. Что он чувствует к вам сейчас? Король Хазардов. Что он чувствует к вам сейчас? Что, девочки, либо уже что-то было с его телефоном, связанное с вами, да, либо он его кидал, может, в стену кидал. Ну, короче, какие-то поломки были его с телефоном, и они связаны именно с вами. Либо это будет в ближайшее время, потому что вот прям с его телефоном что-то происходит. Что-то происходит, девочки. Это может и прямо сейчас, и завтра случиться, или на днях он вообще может телефон поменять. Либо у него может он сломаться. И знаете, когда он может сломаться? Это будет связано именно с вами, девочки. С вами прямо будет связано. Что он чувствует к вам? Подождите еще минутку. А знаете, девочки, что он планирует с вами? Он планирует с вами переспать. Вот что такое ближайшее время, девочки? Я бы даже сказала неделю ближайшую. Но что-то будет с телефоном. Если еще ничего не случилось с телефоном, будет что-то с его телефоном, и оно будет связано с вами. Вот такие вот дела, мои дорогие. Тут больше ничего другого не идет. Тут реально идет с телефоном какая-то фигня. Хорошо, давайте еще выкинем, девочки, карты по новой. Что он чувствует к вам? Что он чувствует к вам? Император и императрица выпали. У вас по-любому будет встреча, девочки, будет это. И это даже не просто встреча, будет что-то большее. Обрыва связи с этим человеком не будет. Вы с ним будете общаться как минимум, а потом будет встреча. И вы выпали императором и императрицей. Я бы так сказала, да, что вот на данный момент, вот именно этот мужчина сейчас, я бы не сказала, что он супер что-то чувствует, что что-то прям думает и переживает. Нет, такого ничего нету. Но дело в том, что он планирует с вами
прелюбодеяние, то, что он планирует интим, любовь, это факт. То, что он планирует, девочки, с вами что-то больше, император и императрица, они как-то у вас выразятся, но это не в ближайшее время. Вы с этим человеком еще будете, девочки, как минимум год, понимаете, а просто даже общаться, думать друг другу. У вас очень сильно тут, у вас растянуто во времени все здесь, понимаете? Реально растянуто. Но вот в ближайшее время будет что-то с телефоном. Ладно, мои дорогие, вот такой вот был расклад. Четвертый мне, если честно, не совсем понятен. Потому что тут что-то такое... Тут какие-то отрывками. Вот реально нету такой общей картины, да. Даже сказать, что он чувствует прямо сейчас, невозможно, да. Потому что мне идут какие-то отрывочные эти картинки. Ладно, мои дорогие, вот такой вот был расклад. Надеюсь, вам понравилось, девочки. Если кто хочет, пересмотрите начало, девочки, угадайте, что у нас было в нашем черном с вами сундучочечке. Можете даже посмотреть комментарии, что девочки пишут, очень интересно. Ну все, мои дорогие, спасибо вам за внимание, спокойной вам ноченьки. Посмотрите что-нибудь интересное на ночь. Пока-пока.